Всем привет! Сегодня в выпуске лучшие смотровые площадки Москвы. Узнаете, куда забраться, чтобы полюбоваться российской столицей. На крыше небоскреба здесь получают самые стильные снимки для соцсетей и ставят экстремальные рекорды. Как пройти по стальному канату между небоскребами. Такого я никогда еще не видела, это супер экстремальный трюк. Проведу вас в самое сердце Кремля, на смотровую площадку, которой 500 лет, точнее, на колокольную звонницу. С этого яруса колокольни открывается просто потрясающий вид на Успенский собор и классика жанра «Во сколько ехать на Воробьевы горы». Посмотрите на эти головокружительные панорамные виды Москвы. Это сталинская высотка на Котельнической набережной. Рядом новая визитная карточка столицы парк Зарядье. А это золотые купола Успенского собора Кремля. Так златоглавая выглядит со звонницы колокольни Ивана Великого. Расскажу, как сюда попасть. Для начала нужно оказаться за Кремлевской стеной. Взяла я билеты, но здесь написано, что пройти на территорию Кремля я смогу только через 40 минут, в час дня. Думала, что будет проще попасть на колокольню Ивана Великого, а тут огромная очередь, и будем сейчас стоять вместе с туристами. Летом можно простоять в очереди около 1,5 часа. Осенью туристов меньше, через 20 минут я в Кремле. У меня за спиной осталась Троицкая башня, а с правой стороны Государственный Кремлевский дворец, главная концертная площадка страны. Вот она, Соборная площадь, исторический и архитектурный центр Москвы, самая высокая часть Кремлевского холма и любимое место для фотосессий у иностранных туристов. Кстати, билет на колокольню Ивана Великого – один из самых дешевых способов посмотреть Кремль изнутри. Ну что, пришло время подняться на самую старую смотровую площадку Москвы. Звонница открыта для посетителей с мая по октябрь. Сегодня на 3 ярусах и постройках висит 22 колокола. Самый большой, Успенский, весит 65 тонн. Больше только знаменитый царь-колокол. У колоколов есть имена. Например, медведь имеет мощный голос и низкое звучание. Звон лебедя напоминает лебединый крик. Сейчас я нахожусь на высоте 25 метров, это примерно 8-этажный дом. Это редчайшая возможность увидеть все храмы Соборной площади с высоты птичьего полета. Это Архангельский собор, храм усыпальницы Рюриковичей. Успенский собор XV века. Здесь венчались на царство все русские государи. Купола церкви 12 апостолов, патриарших палат. Колокольня Ивана Великого была построена в самом начале XVI века, но несколько раз перестраивалась. Один раз после того, как архитектурное сооружение сжег Наполеон. Ансамбль колокольни при церкви Иоанна Лествичника состоит из 3 объектов – столпа колокольни Иван Великий, Успенской звонницы и Филаретовой пристройки. Конечно, если вы уже оплатили входной билет на территорию Московского Кремля, то ограничиваться колокольней Ивана Великого не стоит. Вокруг колокольни очень много интересного. Вот, например, сейчас я подхожу к царь-пушке. А здесь же находится и знаменитый царь-колокол. Из исторического центра в бизнес-квартал Москва-Сити расскажу про лучшие панорамные площадки на небоскребах столицы. И узнаете, когда лучше отправляться за красивыми снимками на Воробьевы горы. Солнце светит как раз со стороны МГУ и отлично освещает Лужники и центр Москвы. В Нью-Йорке есть Манхэттен, в Париже – деловой район Дефанс. У нас Москва-Сити. Город-столица – один из первых небоскребов делового центра Москва-Сити. Только представьте, в разгар рабочего дня здесь находится до 400 тысяч человек. В Москва-Сити открыто несколько смотровых площадок. Одна из них прямо на крыше небоскреба башни Ока.
вторая в башне Федерация на 89 этаже и, наконец, в башне Империя. Мы поднимемся на крышу небоскреба Ока, на самую высокую открытую смотровую площадку в Европе. Лифт движется без остановок. Скорость невероятная — 7 метров в секунду. Это в 10 раз быстрее, чем в обычных жилых многоэтажках. Уши, правда, как в самолете закладывает. В будни билет стоит 1500 рублей, в праздники и выходные дороже. На крыше небоскреба можно провести хоть целый день. Это модная площадка у фотографов и иностранных туристов. Как говорится, вся Москва как на ладони. Отсюда очень хорошо видны самые необычные по форме башни Москва-Сити. Вон та золотистая — это небоскреб Меркурий. Изогнутая, как спираль ДНК, башня Эволюция. А с правой стороны две башни, построенные как из кубиков. Это небоскребы Санкт-Петербург и Москва. Смотрите, прямо перед нами башня Восток комплекса Федерация. Этот небоскреб один из самых высоких не только в России, но и в Европе – 374 метра. Я сейчас нахожусь на самой высокой смотровой площадке в Европе. Например, с Останкинской башни можно полюбоваться Москвой с высоты 337 метров. С Эйфелевой башни смотреть на Париж с 300 метров. А здесь, на этом небоскребе, высота смотровой площадки составляет 354 метра. Сегодня над Москвой мягкая дымка, но тем не менее очень хорошо видны и золотые купола, и знаменитые сталинские высотки. С крыши небоскреба хорошо виден центр столицы и спальные жилые районы. Ваганьковское кладбище, Крылатское, Лосиный остров. А это Шелепихинская набережная и магистрали третьего транспортного кольца. Мне невероятно повезло. Смотрите, как раз сейчас экстремалы переходят по стальному канату с одного небоскреба на другой. Зрители в ужасе. Среди канатоходцев пострадавших нет. Мне вместе с билетом дали еще купончик на коктейли из бара и мороженое. Сейчас пойду искать, где это дают. Бар и кафе находятся чуть ниже смотровой площадки, и здесь не стоит ограничиваться положенными по билету лимонадом и мороженым. Пообедать можно в расположенном в Москва-Сити крупном торгово-развлекательном центре. Я, если мало времени, обычно заглядываю в турецкий фастфуд. Просила специально, чтобы положили поменьше риса, потому что порции здесь делают огромные. Дальше старые добрые Воробьевы горы и новая канатная дорога. VIP-кабина, ее стоимость составляет 10 000 рублей. Друзья, теперь пришло время подняться на самую знаменитую смотровую площадку Москвы, на Воробьевы горы. Конечно, для того, чтобы насладиться тишиной и покоем, прийти сюда нужно так же, как я, в понедельник. В выходные здесь совсем другая картина. А в понедельник, когда канатная дорога начинает работать только в 4 часа, на склонах Воробьевых гор практически никого нет. Смотровую площадку спроектировали, когда строили МГУ в середине прошлого века. Высота 80 метров. Сразу бросаются в глаза. В центре спортивная арена «Лужники». Справа здание Президиума Российской академии наук. Слева небоскребы Москва-Сити. Ехать на эту смотровую площадку лучше во второй половине дня. Вот сейчас около 3 часов дня. Солнце светит как раз со стороны МГУ и отлично освещает Лужники и центр Москвы. Воробьевы горы – это правая сторона Москва-реки на юго-западе города, вершина одного из 7 холмов, на которых стоит столица. Сегодня сюда приезжают еще и для того, чтобы прокатиться по канатной дороге. Длина канатной дороги 720 метров. Она соединяет Воробьевы горы и Лужники. Есть еще одна станция, но она не для пересадок, а для спортсменов.
станция «Новая Лига» работает только зимой. Мы пролетаем мимо и парим над Москва-рекой. В понедельник можно прокатиться на канатной дороге за 100 рублей, но есть еще и VIP-кабина, ее стоимость составляет 10 тысяч рублей. Москва большая и разная. Панорамные виды – это еще и Останкинская башня, гостиница «Украина», рестораны в небоскребах Москва-Сити. И, скорее всего, ваш топ лучших смотровых площадок Москвы будет отличаться от моего. Спасибо, что посмотрели выпуск. За лайк, комментарий и подписку. Пока-пока.